На старинный кованный такой держатель оно висит. 1923, да? То есть это два самца. Всем привет, вы на канале Черничники, где семья живет в лесу. Чем сегодня займемся, уже знаете, наверное. В прошлом видео переносили сарай, а в этом видео что? Надо убрать вот эти вот остатки все. Мы, когда переносили сарай, вот 5 дней просто как из жизни. Мы на тихом постоянно туда-сюда ездили, на тихом постоянно пропадали. А вот здесь у нас и за сараем бардак, за новым хозкомплексом, и в огороде надо прибраться, и в Валентине в доме. Но самое главное вот. Даже, знаете, сначала зрители писали, зачем вы сарай переносите? Не переносите его, это же последняя реликвия, это же самое красивое, что у вас есть на хуторе. А теперь, когда его не стало, даже согласились, что действительно он там лучше, чем здесь, да? Что дом на дереве начало видно быть, да? Так же красивее, правда? Да. Да, конечно, хочется это все в огромную кучу, костер поджечь и все. Но тут же лес рядом, постройки рядом, дом на дереве деревянный. Так не сделаешь. То есть то, что горит, мы будем маленькими очагами. Вот я уже попробовал. Вот видите, здесь уже спалил одну кучку. То есть надо лучше кучками, чем одним большим пожаром. Вот. А то, что не горит, вот этот фундамент старый, кирпичи, скорее всего, действительно лучше, наверное, взять экскаватор, выкопать здесь большой котлован, туда это все скинуть и закопать. Потому что это, если вручную, то этот фундамент, эти камни, то надо разбирать неделю. Да? Угу. Так, в любом случае, у нас сейчас на Тихом хуторе остались триммеры, бензокоса, бензопилы. Я безоружный, у меня только спички есть. Поэтому сегодня будем, наверное, костры палить. Так что идем, всех покормим. В любом случае это надо все складывать, даже те же окна на чердак закинуть, шифер перевести. Ну что-то будем делать. Пошли покормим всех и начинаем работать. Белка наша уже наготове, она понимает, что идет доиться. Выходим, девочка только. Агаська перед ней пытается постоянно. Сейчас она ее растолкает, распихает. Подойдет. Выходи. Агаська нет. Валентина, не хочешь козу подоить? Хочу. На. У тебя почему-то руки мощнее, чем у меня. Ты мощная. Это запаривается свиням. Сейчас из-за жары не варим кормозапарник. Да и картошки особо нету. Мелкой подождать урожай. Поэтому сейчас они летом едят только комбикорм. Вчера возили Дика к ветеринару. Прописали ему таблеток, всякие анализы взяли, мазки. Еще поедем его на УЗИ повезем на днях. Заболел он у нас, Дик. Сказали месяц на антибиотиках, месяц не снимать вот этот колокол. Вроде бы общие анализы нормальные, но он что-то там под хвостом все вычесывает постоянно, уже достал. Дик. Это же у него подозрение на опухоль в заднем проходе. Ну, может быть, все нормально будет. Ди, все нормально будет. Ты же просто пенсионер старый. Павлиниха водит 2 павлинят. И, кстати, вот павлин наш. У павлина осталось от хвоста 2 перышка. Потихоньку облинял. И новый вырастет только в январе-феврале.
Но Валентина собрала все перья, которые валялись по хутору, все. И поставила их в домике на дереве в вазу. И он уже все, хвост не показывает свой, нечего показывать. Ходит как общипанная курица уже, все. Осень почувствовал. Аппетит слабый у него, конечно. Чуть-чуть кушает только. Но ему много особо сейчас и нельзя пить. И есть. Диета положена. Айза посмотрела, старики заняли эти. И тогда только начала с другой миски пить. Со свободной. Иерархия тут разделена серьезно. А Найда вообще где-то затихарилась, где-то, наверное, под будками пчеловода не выходит. Почему так вот голову поднимает? Ровно над нами летит коршун. Причем точка коршуна, они эту точку видят, видите, вот по центру экрана. И разбегаются. И сразу же павлинята подошли к ней, когда опасность. Белка, иди в сарай. В сарай. Белка, быстро. Пошли. Пошли. Заходи в сарай. Давай. Поела, подоила, все. Пошли. Пошли быстро. Сейчас еще со свинями поешь. Давай, давай, заходи. Быстро заходи. Пошли. Белка, идем. Заходи быстрее. Пошли быстрее свиней кормить. Так. Я тебе что сказал? Белке, в отличие от овец, разрешено кушать дополнительный паёк. Потом разрешено кушать еще со свиньями вместе, с курами, со всеми. Лишь бы, чтобы худой не была. Она дает очень много молока. Очень молочная коза. Сейчас индюки подросли, петухи подросли, подросли наши поросята, и поэтому у нас уходит много комбикорма. Получается, утром целое такое ведро комбикорма, и вечером точно такое же целое ведро комбикорма. А это 40 килограмм, 40 литров примерно в день. Это много.
Весь этот шифер вывезем отсюда сегодня. Надо смотреть, чтобы где-то гвоздей не было. Гвоздей на стол. На Тихом хуторе Валентина уже убрала весь чеснок, кроме весеннего, да? Нет, все уже, ничего нет, ни лука, ни чеснока. То есть на Тихом уже все. А на Черничном вот тут вот росли 2 грядки чеснока. Их тоже уже нет. Осталось убрать только лук. Вот сегодня Валентина убирает. Но я смотрю, что золотой покрупнее, чем белый, да, по размерам. Да, желтый, видишь, какой большой. Да, желтый, если брать, вот. А белый не Просто мощный. Видите, какой лук. А тут салатный белый пойдет. Был посажен через ряд. Ряд морковка, ряд лук. Ряд морковка, ряд лук. Уже так все, наверное, 20 лет так Валентина садит. Потому что они вместе дружат. И вот сейчас разрывается. Зелье убирается овцам. Лук мне. А морковка остается пока что. Окна от старого сарая закину на чердак, может пригодятся еще. Я помню, люк как-то проломался у меня люк. Ну я такой пошел к мусорке выкидывать его в мусорку. Несу этот люк проломанный в мусорку. Человек говорит, ты куда несешь? Я говорю, ну поломался, говорю, что с него сделать? Осталось только кольцо целое. А я говорю, кинь под мою будку. Я думаю, странный какой-то, кинул под его будку. 2 года он там лежал. Без дела. И тут, короче, мне плитку тротуарную ложат. И тракториком наезжают на это кольцо, которое держит это. Я думаю, точно такое, а люк у меня целый. Я к пчеловоду говорю, дай назад, верни. Он пчеловод говорит, я же тебе говорил. Поэтому выкидывать ничего нельзя. Ну, тем более окна. Еще где-то, может, когда-то будем строиться, пригодится. Понятно, что на Тихий хутор они уже не подходят по своему дизайну. Туда деревянные поставим, но это... Закинем, пускай лежат 3 штучки. Сейчас завезем на чердак. Плохо, конечно, что у Валентины бурьян. Лентяйка не полола вообще. Знаешь, сколько я полола? Откуда оно повылазило? Я вообще не понимаю. Ой, не ври. Сидишь, только постоянно поклевку ждешь на рыбалке. О, посмотрите. Заросшее какой его. С мой рост бурьян. Такого бы лука не было бы. Какого? Ну это удобрение у тебя все, удобрение. Нет. Химия. Это я полола, видишь? Ухаживала. Видишь, даже еще есть ботва зеленая. То есть он должен был вот такой. Какой-то поздний очень. То давай еще салатиков наделай.
Таких салатиков. Зеленые ботвы? Когда была у Валентины бабушка живая, она приходила к нам, и Валентина вместе с ней плела такие веночки. Кстати, давай сплетем веночек один повесим. Давай, сплети веночек. Ты ж умеешь? Да. Все, сплети. А с больших или с маленьких? С средненьких. А беленьких или желтых? Иди гуляй, а. А давай будет один белый и один желтый. Давай тогда еще уже один большой, один маленький. Потому что если с таких больших, то они будут это. Хорошо, бабушка, хорошо. Или с таких больших. Ой, бабушка, я не знаю. Лук убрался, и так все красиво и понятно стало. Вот, осталось только буряки и морковка. А лук был в бурьяне прямо. Все, надо теперь... Его надо положить, чтобы он высох. Куда завезем? Собачий вольер, да? Давай туда. Может, в дровник, ну. Там Дровник. могут залезть овцы. Я опять вот плитку мою. Буквально месяц прошел. Опять все загадили. Пришлось включать мойку высокого давления. Неделю будет очень чисто, 2 недели чуть-чуть чисто, а потом грязюка. И больше всех гадят это овцы и куры. Свинки все-таки уходят в лес с собаками и котами. Вот. Сейчас пускай недельку он посохнет. А через неделю занесем в наш маленький гараж. По ящикам. Да, у нас в гараже сухо, стабильная температура. У нас хорошо там в маленьком гараже хранится, да? Да. Пошли венки плести. Я пошел дальше мыть фасад здания. А ты плети, конечно. Вспоминай бабушки. Я уже один сплела с белого. Прикольно. А покажи, как он висеть будет. Возьми за веревочку. Да, он похож на огромный чеснок. Делай золотой еще. Один завезем на Тихий хутор, а один на Черничном хуторе повесим. Это будет запас НЗ возле дома висеть. Я, если не ошибаюсь, вы колечками плели и без веревок, нет? Какими колечками? Ну такие круглые, нет? Ну можно колечками, но их неудобно вешать, они очень тяжелые, они попадают. Такое полуколечко получается. Видишь, у них веса очень много, луковицы большие. Ну что, хватит? Хватит. Видишь, какой золотой красивее, чем белый? Сплети еще один золотой. Давай. Мы тогда на Тихом повесим белый и золотой, а здесь на Черничном повесим просто золотой. Давай. Ну, видишь, золотой, он реально, как слово, золотой красивый.
подмостка комплекса очередной раз с этим летом помыта. Ну раз уже здесь у нас мойка, то заодно помоем наши раз, два, три клетки. Надо их отмыть, эти клетки, и одну на одну положить, потому что на них они врастают в землю, в траву там загадила птица. Благодаря этим 3 клеткам мы вырастили в этом году, и не только в этом, павлинят, индюшат, цыплят. То есть посреди леса можем выращивать птицу, потому что она со всех сторон защищена сеткой. Эту сетку не может, даже если прокопает леса, нору, она снизу тоже сетка. А в лесу вырастить птицу — это очень сложно, сами понимаете. Сколько у нас сложностей с птицей было, помните? Пентамок воровал ястреб тетеревятник. Мы завели кокентинов крупных. Потом на этих крупных кокентинов в прошлом году, помните, прибежала лиса. Ее один раз прибегала в прошлом году. Ее собаки отогнали, больше не прибегала. А в этом году прилетел коршун. Первый раз у него не получилось отобрать, а второй раз его индюшка вообще убила. И он больше никогда не прилетит. Так что посреди леса очень трудно выращивать птицу. Я же раньше даже и говорил, что птицы на хуторе не будет. Но, слава богу, есть птица. В этом году у нас уже цыплят точно не будет. Поэтому надо это отмыть, вычистить, чтобы оно не ржавело. Ты вначале, может, оббей, пока оно сухое. Не, давай ты. Я не знаю, оно тут присохло. Ну, мой тогда. Я вот оделся, потому что зрителям не нравится, что Дима в трусах ходит. Сейчас вот я буду весь в чем вообще. Это, Дима, носи шорты. При плюс 38. Что понаписывают зрители по комментариям, да? А мне потом мучайся. У меня только голова загоревшая, потому что я не могу раздеться у себя дома. Прибежали индюки, забеспокоились. Они же здесь последними жили и долго жили. И каждый раз вечером заходили, им здесь кушать давали. А сейчас ходят вокруг клеток в шоке. Дом развалили. Еды нету. Что такое? Ну вот, вычистили наши клетки. Надо, чтобы сейчас подсохли, и сложим их тогда. Они нам еще несколько лет поворачивают цыплят. Потому что в лесу без них птицу никак не вырастить. Девчоночка, ты такая хорошая кошечка. Стои, я тебе видел, как вот так вот делали. Вот так вот делали. Когда кошка так чихает, значит, у нее глисты. Зверь дикий. Выплюнула, видишь? Слышь ты, жрать я сказал. Что у меня не получается глубоко закинуть.
Все. Все, пчелочка, молодец, молодец. Ну извини нас. Ну маленькая, надо лечиться. Пчелка. Выплюнул опять? Да. Ну ладно. Не надо. Основное... Стоять, сказал, жрать. Все, не выплевывай только, все. Все, не выплюнул уже. Не гулять. А где Джина? Чердак, слава богу, у нас сейчас 240 квадратных метров. Но тут столько не наживешь, сколько можно хранить всего. Эти доски на чердаке лежали, я думал, пригодятся при разборке сарая. Ну, щит пригодился, а эти нам назад закинуть. Помытые, чистенькие, подсохли. И можно их уже вот так вот, одна на одну. И пусть теперь они стоят до весны 2027 года. А там у нас опять цыплята, индюшата, павлинята. Вдруг еще и гусята с утятами, я пока не знаю. Посмотрим, как пруд разрастется. Так они на высоте не сгниют и места мало занимают. Все, и красиво, и сухо будет. Смотрите, что нашел. 10 грошей. Польские деньги. С какого тут года? 1923, да? Да, 1923 год. Польска. Речь Посполита Польска, вот. Ну, это, наверное, очень мало денег. 10 грошей. Это, наверное, даже сейчас, если продать, может, дадут 5 рублей белорусских, может и нет. Заодно уже с чердака сняли всю электрику, все, что у нас было. Мы же здесь и на старом сарае, и на старом доме когда-то у нас вот были такие фонари. Это все надо сейчас пересмотреть, посчитать. Будем на Тихом хуторе в сарае тоже делать электричество. И будут там и включатели, и розетки, и такие лампы вот старинные повесим на входе. Вот, надо сейчас пересмотреть, что чего не хватает, может что-то надо докупить. Вижу, что розеток точно хватает нам на весь сарай, еще и останется. Включателя вроде бы ни одного не хватает, а вот коробок очень много надо, коробок, да? Сейчас поищу коробки еще. Коробки это самое важное. Плафонов хватает электрических точно. Ну, такое все современное. Нам современное не особо и надо. Томаты даже есть. Смотрите, что я здесь нашел. Здесь под навозом
был пол. И я вот нашел балку, поднял. Знаете, что это? Это, походу, яйца ящериц. Ящерицы бывают разные, и живородящие. Ну, их очень мало живородящих. В основном они откладывают яйца, а самые распространенные это когда они вот рождают вот такие яички, а оттуда уже вылупляются ящерицы. Даже я вот некоторые достал, вот это, например, тут вот это с этой не вылупилась ящерка. Вот видно хвост ящерицы, видите? Так что, что бы только не нашли, получается, у нас под нашим сараем и деньги, и ужей, и ящериц, и яйца наших бентамок. Что тут только нету. Вид становится все красивее и красивее. Выходишь из дома и аж ёкает, когда видишь не разрушенный, полуразрушенный сарай, а домик в дубах. Что ты только не найдешь под сараем. Смотрите, какая штука. Во. Ну-ка напишите в комментариях, что я делали. Весит такая 1,5 килограмма. Наверное, это. Сюда дерево, да? Ну, это кирка. Так вот. Да? Может, на железной дороге использовалась такая, да? Тоже хозяин этого дома когда-то на железной дороге работал. Не будем выбрасывать. Наденем сюда еще. Будет на тихом, еще будем использовать. Вот эти уже не кидаю в костер, тут, в которых нету гвоздей, то они потом пойдут у нас на дровишки. С одного костра сделали мы 2 костра. Сегодня Валя выдраивала нашу террасу, вымывала сегодня окна. Вот так вот они блестят сегодня, аж отражается лес в них, как зеркальные стали. Сегодня у тебя окна чистые, как будто Пасха завтра. Ну да, к зиме готовы. Все будет чисто. Но есть недостаток. Мне кажется, как будто окон нету. Так чисто сегодня стало. И белка подумает, что можно входить. Двери открыты. Найда, иди ко мне. А кому дать Айзе? вкусную таблеточку? Айзе. И Айзе, и Найде. На. Вкусная. Ездили когда в ветеринарию, то купили всяких таблеток, потому что Дику надо 3 таблетки давать утром и вечером. На. Иди сюда. На, Айза, вкусная колбаска. На. Мне кажется, или что-то такое не происходит непонятное? Они колбасу не хотят, ты хочешь, чтобы они таблетки ели. На, Айдочка, иди ко мне.
Вы не обурели вообще, собаки? Что это такое происходит? Ну, есть они не хотят. Зажрались уже вообще, что за собаки такие? Есть, давай. Вот сюда, смотри. О, на, кушай, кушай. Сейчас пойдет закопает. Подожди, давай вместе поедим. Айза. О, таблетку съела, да? Да, да. А, главное, чтобы таблетку съела. Съела или выплюнула? Нет, что она ее пытается жевать. Молодец, Айза, молодец, кушай таблетку. Айза умница. Айза любит таблетки кушать. Давай, давай, давай. Ну, давай, 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 давай. Просто глотай. Подожди, подожди, подожди. Айзочка, Айзочка, Айзочка. Слушай, ну таблетку надо съесть. Вот смотри, я тебе ее вот так вот уже положу. О, а ты все вместе возьми. Давай, давай, ну. Съела? Да. Это не смешно, у нас еще 3 собаки остались. Это была первая. Это первая была такая, а еще же есть Булька, Дик и Айза, да? Найдочка, иди тебе колбаску дадим. Молодец. Ты уже клещами болеть не будешь несколько месяцев. Клещи тебя даже если покусают, они на ней сразу и сдохнут. Это от клещей, Какой влезет? это от глистов. Влезет, лишь бы она не пошла закапывать ее. Это уже найдет. Ну. А Айзе не дали от глистов? Айзе от глистов еще надо дать. Давай еще кусочек. Айза, иди ко мне. Айза, на колбаску еще, иди ко мне. Давай еще от глистов. Она горькая, она ее есть не будет. Да? А ты ее так вот в длину закопаешь, чтобы ее видно не было. Вот так. Найдочка, иди ко мне. Вкусная колбаска. Тебе главное, чтобы глотнула сразу. Что ты съела? Найдочка. На Молодец. еще. Две Молодец. таблетки лежит, да. Так поела, что... О, Одну съела, да? вот кусочки. Или она ее покусала? Покусала. Главное, Давай что мы от ее листов съела. щупаем. Давай. Что-то вы какие-то таблетки раньше покупали хорошие, они сразу съедали их. А сейчас что-то... Давай еще. Ох, и вкусная колбаска, На, да? на. О, все. Булечка, иди к Всё, нам. это съела. Булька, Класс. молодец. Так, сейчас надо еще Айзу как-то накормить. Айзуха. Айза думает, ну еще так никогда не упрашивали поесть. Мы ж вроде сегодня их не кормили. Что вы так, может, на солнышке распарились, кушайте? Давай. Смотри, пока Найда не Булька, съела. иди ко мне. А то Найда Булечка, съест, иди лучше Айза сюда. пускай съедает. На пчелке. На пчелке. Колбаску. На. Так куда она носит ее? Короче, есть такое дело. Айза, иди сюда. Главное, чтобы самое трудное это было впихнуть Найди. Булька, Булька, иди ко мне. Сюда. Иди сюда. Слышь ты. Сюда. Ты че, обурела что ли, а? Обурела вообще? Все. Все. Еще упрашивать тебя будем. Все, осталась Найди, Булька с на. Диком. Молодец. Сейчас упрашивать тебя еще будут. Колбасу есть. Все. Все, Дик глотнул все таблетки. Молодец, Дикушка. Наела тушман животяру. И лежишь тут, быстро есть. Всё. Сбоку, все. Все, давай. На, Всё. Булечка, еще колбаску наешь. Вот так надо сделать. Подожди.
Короче, костер горел всю ночь и до сих пор тлеет, дымится. Вот так у нас сейчас выглядит место, где стоял сарай. Вот эти все доски и дрова, они без гвоздей. Я когда с Тихого хутора привезу бензопилу, я это все допилю. А вот этих, вот одна комната, вторая, третья. Сейчас видно, что те комнаты стояли на камнях, а эта комната была на фундаменте, и вот тут кирпичная кладка. Это если уже вручную разбивать, то очень много сил и энергии уйдет. Это я не знаю, сколько вот такой камень надо разбивать. Вот здесь это все. Поэтому, скорее всего, лучше, когда это все опилится, вызовем экскаватор. Экскаватор ковшом все эти камни от цемента отделит, положит, а остальное все тут, я думаю, 2 КАМАЗа чернозема мы здесь сравняем. И будет расти газон, так же, как когда-то у нас же такое же место было под летним домиком, под зернохранилищем. И тут то же самое будет. Ровная площадка. И даже если мы что-то будем строить здесь на Тихом хуторе, это пока что где-то все на Черничном хуторе, все секрет, то не в этом месте. Это место действительно оно закрывало домик на дереве. И оно, вот видите, как оно стояло к сараю. То есть это вообще просто не параллельно вообще ни сараю, ни дому, ни гаражу, ни хозкомплексу, вообще просто неровно стояло. Поэтому на этом месте ничего не надо строить. Я говорю, что ты насобираешь 4 кошика вместо 5. Но берем с собой на всякий случай 5. Запасной один. Не все идеальные помидоры, я смотрю. Есть и полопанные. Они уже потому что сильно спелые. Есть и не спелых еще пару штук. То не спелые пока оставим, да, пускай в салатики потом поделаем. Да. Есть вот такие вот сорта. Не все, потому что желтенькие, красненькие не лопают. А вот это какой-то есть. Ну это, наверное, на салаты пойдут там. Или какой-то еще другой, аджику, может, какую. Ну вот, что мы имеем? Мы собрали крупных 2 и мелких 2. Это 4. За лето мы таких вот тоже еще где-то 4 съели. И в теплицах на улице еще будет примерно 2. Итого, поздравляю тебя, ты вырастила за лето 10 кошиков примерно, помидор. Да почему? Закатали. Тоже Валя. Пошли. Только они тяжелые. Давай посмотрим, может. Да, скорее всего, мелкие. Да, мелкие тяжелее. Ты знаешь, мне мелкие даже больше нравятся, чем большие. А может они вкуснее будут? Я никогда такие не закатывала, маленькие. Сейчас попробуем. Мяско хорошее набомбили.
Хотим приготовить, знаете, какое блюдо? Вот у нас каждый год у нас не было такого года, чтобы мы не фаршировали перцы. Вот у нас урожай перцев, мы туда ложим фаршик, вкуснейшее блюдо получается. И мы ни разу в жизни не пробовали фаршировать помидоры. А сейчас в этом году помидоров очень много, попробуем. Вот мне кажется, будет классно. Вот наши зрители когда-то научили вялить помидоры, мы до этого не вялили, теперь вялим каждый год. Но в этом году еще попробуем еще и зафаршировать помидоры. Так что сейчас мы фаршик завакуумируем. Будет у нас и на котлетки. Сейчас приготовим. А ты бы решила именно, вот видите, мелкие. Вяленые сделаю. Ну куда их? Мелкие не закатаешь, да? Так, не. А крупные уже в банке трехлитровые, да? Да. А вот такие вот хочу сделать голыми, называется. Средние? Без кожи. Да. Завтра с вами поедем на Тихий хутор и будем электрику устанавливать на Тихом хуторе. Включатели, розетки, фонари вот эти. У нас как раз там надо будет 4 фонаря повесить, и все 4 у нас есть в наличии. Правда, они такие какие-то ржавые, грязные. Сейчас их отмоем. Будут как новые. Они, конечно, опять в сарае будут пыльными, но все-таки хоть какое-то время будут новенькие, чтобы сани электрику не работать с этим, с грязным. Да и чтобы там светило нормально. Вот они какие. Вы знаете, я так вот сегодня задумался. Он весит килограмм. Килограмм стекла. Почему сейчас таких фонарей не делают, да? Вот. Ты вот не переживаешь, где-то что-то упадет, да? А сейчас такое все хрупкое. Бэмс и разбилось. Хоть чуть-чуть эти фонари обновить, ржавые. Все как новые будут. С виду так точно. Ну вот такие помидоры ты всегда закатываешь. А это обычный рецепт, как у всех? Да. Сладкие делаю. Ну. А вот эти помидоры мы никогда не пробовали, но Валентинина мама тоже попробовала, говорит, очень вкусные, да?
Да. Без кожуры. Их просто в холодильник, они не хранятся? Нет, они в холодильнике должны стоять. Ага. У нас просто какой-то сегодня помидорный день. Вот честное слово, целый день И провозились. аджика у нас будет. И аджика, и вот такие вяленые помидоры тоже вялятся. Короче, Валентина сегодня целый день работает. Целый день на кухне. И аджика. Аджика вкусная получилась. Но мы бы ее не делали. Нет, не делали. Просто много помидоров лопнутых, поэтому делаем аджику. Раньше, когда мы принимали посылки, нам надарили очень полезных вещей. Да. Вакууматор, которым сегодня пользовались. Я каждый раз им пользуюсь и говорю спасибо это вот тем людям, которые нам его подарили, Вот да? вот это. Да, и вот эта вот штука тоже, да, какая-то ерунда пластиковая, можно сказать, да. А зрители смотрели, да, смотрели. Думают, что они мучаются. Эти колхозники деревенские, люди забитые, навысылали нам. Мы реально без этого, не знаю, жили бы, дожили, да. Но на самом деле очень удобно. Банка всегда чистая. Ну да, обычно у нас только помидоры и огурцы идут, но аджика тоже пойдет. Лучше, чем Чем салаты. или лучше, чем кетчупы покупать, правильно? Да. Это же натуральный кетчуп. Валентина, я тебе уже приказывал сегодняшний прикол. Я не знаю, как так, но мне сегодня утром попалось наше видео. Вот именно прошлого года, именно урожай прошлого года. Я же тебе показывал. И там у нас было намного больше помидоров, чем в этом году. Они большие были. У нас не было вот таких мелких. И мы когда с Олей включили, не поняли. Мы тут радуемся нашему урожаю, а в прошлом году было в 2 раза больше. Да. Были такие огромные помидоры. Мы никаких аджик не делали. Были такие огромные помидоры, что они не влазили в банки. Я их кусочками И закатывала. Валентина пополам их разрезала и закатывала вот в литровые такими кусочками. Короче, каждый год, видите, разный урожай. У нас в прошлом году аджики не было. Мы половину закатали в 3-литровой банке, половину кусочками в литровые банки. А в этом году мелочь, в этом году полопанные. Вот пару крупных выбрали, то хоть зафаршируем с мяском. И то тоже уже лопаные все. Невозможно найти целых. Ну и то лучше, чем ничего. Вы смотрите разных блогеров, я думаю, что у них, наверное, вообще ничего нету. Ты, Валентина, и так молодец. А это что такое на полу еще лежит? Это на семена. На следующий год? Нормально, нормально, не ноем. Слышь, ну не было у нас помидор на продажу, ну как-то проживем уже. А это еще что за помидоры у тебя еще в тазике? Это еще в сушку пойдут. Маленькие. А, когда тебе подсохнет. Там места не хватило. Вот
Вот очень хорошая сушка у нас. Эти помидоры потом классно будут их в подсолнечное масло и в холодильник. И потом на бутербродики, в пиццу хорошо. И они разойдутся. Они сразу такие сушеные, с приправками. Ну, правда, тоже такие маленькие мы никогда не сушили, не знаю, Ну, что. их выкидывать жалко было. Ну и закатывать там тоже не то, не все. Закатывать нечего, да. Сейчас в комментариях напишут нам, или правильно мы сделали, или нет. Так что сейчас по-быстрому фаршируем эти помидоры и летим на Тихий хутор. Надеемся, что сарай у нас будет электрифицирован. А то у нас в пруду свет есть, в озере, да? В доме есть, надо еще сарай сделать. Такое легкое блюдо. Как и перцы. Да. Блюдо, но все же это блюдо. Слышите, как крыша сходится? Это когда солнце припекает, сразу металл расширяется. Такой бум-бум, бум-бум. Как дождь идет. Ну. Что ты начинки за ногу наложила? Чего? Сейчас сверху помидором не сможешь прикрыть уже. И так оно потом осядет, когда начнет запекаться. То есть, Валентина, получается, что закатки сделать тяжелее, чем вот это вот мясное вкусное блюдо в духовке. Да. Все осталось поставить и запечь. Полчасика и будем кушать. Не знаю, мне готовить легко. Блюдо получилось просто шикарное. Мясо с кетчупом натуральным. Легко делается и вкусно. Друзья, мы же давно не показывали диких животных, которые приходят к нашим фотоловушкам. Сейчас смотрите. Мы смотрим, там и еноты, и лисы, и лоси. Косули сейчас такие красивые рыжим окрасом. И кабаны, и белые кабаны, вот эти поросята приходят. Слава Богу, что не попадаются волки с медведями, да? Значит, у нас хороший лес. Добрый.
Смотри, Санек, все, что помыл. У нас 4 таких фонаря, все 4 я помыл. Вот они. Как новые? Ну. И вот это все, что я нашел по розеткам. Смотри, у нас вот розеток у нас точно хватает. Остальное ты привез 6, 9, вот 10 розеток. Ну, вот 3 включателя есть. Идем, только 2 коробки. Ты таких коробок привез? Угу. Все, супер. Смотри, куда попало. Вот, вышло электричество вот здесь вот. Угу. Ну вот сюда вот. Какой-нибудь АПшку ты видишь? А трубки есть кусок защитить кабель снизу? Найдем что-нибудь. Найдем. Но здесь, правда, этот... Ну, выгнем. Тут же пол, наверное, какой-то будет, нет? не знаю, еще думаю. Короче, вот отсюда. Здесь тоже одну лампочку по центру. Здесь при входе сразу включатель. Вот здесь вот все высоко вешаем. Вот. И тоже на всякий случай, где тут розетку выгодно тебе, ну, чтобы недалеко. Тоже где-нибудь здесь. Да, в углу. Да, вот здесь где-нибудь одну розетку. Ну, розетка на всякий случай в каждом помещении по одной. А вот смотри дальше. А вот здесь, вот видишь, здесь включатель стоял. Здесь включатель, и вот здесь будет висеть лампа на улице. Угу. То есть, и вот это самая основная комната, где будет у меня верстачок стоять. И здесь то же самое, да, выключатель здесь, лампочка по центру. И все, что останутся розетки, вот все, что мои розетки остаются, вот здесь их. Здесь у меня будет стол такой стоять, верстачный, и вся аккумуляторная техника должна быть заряжаться. Может, в 2 места розеток там много останется у тебя? Ну, тогда здесь 5, например, и здесь. Нет, там их всего 10. Ну, 3 штуки используем. И я хочу еще на чердак одну. 4. Вот по 3 штучки. На чердак в том углу для видеокамеры. Камеры. То есть у нас 1, 2, 3. 4. 3, да. 3 использовали. И тут остается 7. Ну, то есть сюда, например, 4, сюда 3. Но все на этой стене. Вот на этой. Хорошо. Все. Тут как бы это работы немного, наверное. Да? Хорошо, да. Все, к обеду. Все делаешь по-колхозному, по-деревенскому. Вот смотри, они раньше висели, знаешь на чем? Смотри на чем. Тебе надо будет сейчас искать по лесу консервные банки такие. И вешать только на них. Сейчас лента специальная есть. Порезал на кусочки и все. Есть такая? Да. С собой все. Всё с Вот собой. такая вот Ну колхозная. ты сказал по колхозному такие. Что ты будем делать? Хорошо. Сейчас перекусим и в работу. Вот, Витя, такой чай. Ну, Надо бутербродиков, да? ну так, подожди, Санек, тебе ж надо все попробовать. Короче, Саня, надо еще кроме сарая разобраться, почему перестала глубоководная скважина работать. Мне кажется, там 2 соединения. Я, наверное, выкопаю, пока вы сейчас там будете, да? Если здесь между домом и колодцем, это не проблема. Которую в глубине надо вытягивать будет. Это надо вызывать, наверное, кто глубоководными скважинами занимается, кто устанавливал, правильно? Ну, Он накосячил, значит. ну, надежда лучше вот на это, чтобы земля. Та скважина на 20 метров включается, нормально работает. А это, вот видите, который глубоководный насос, перестал работать. Сейчас должна вода течь. А это может быть 3 причины. Поломался сам погружной насос. И соединение одно на глубине, а одно вот в этом месте в земле. Ну и мы надеемся с Саней, что оно вот в этом месте в земле, это соединение, может, где-то просело, вода попала. Поэтому в любом случае надо сначала здесь откопать и поискать, почему воды нет. Сегодня такой день электрики у нас. О, что это? Что это? Что это? Что это? Что-то нашел. Металлический. Наверное, в этом месте. Сметала здесь положил. Так, вот, нашел я соединение. Очень хочется надеяться, что это здесь у нас проблема.
дальше будет тяжелее. Ну вот, там оно в люк входит и пошло. А вот здесь, видишь, соединено два провода. Блин, нафиг. Это плохое соединение, да? Конечно. Там оно все подгнило. Да, тебя не было. Мы с сантехником что смогли, то сделали. Ваги. Ну, с виду ж нормально все. Да нет, это... Расплавилось уже? Сейчас померяем. А, точно. Не расплавилось, тут могло окислиться контактик просто. Может и контакта не было. Но он вплавился, видишь, туда. Вот этот Так. синий, он туда, он расплавился. Видимо, оно круглосуточно горело, да? Ну, может быть, сейчас прозвоним Ваге. А лаги это что? Ваги это, ну, эти соединения такие плоской пружиной. Ну, она не спанется. Не звонится. Короче, здесь Всё. 99%, да? Слава богу. Да, давай кабель поменяем до колодца, этот втащим в колодец. Цельный сделаем и все, И да? там сделаем розетку с вилкой и все. Давай. То есть мало ли ты будешь оборудование менять, новое ставил и все. Вот это кабель. Мы его сегодня подключим в наш ящик. В ящике сейчас дом, пруд. Получается, это ввод. Здесь у нас трехфазная розетка и обычная розетка. И вот сегодня уже подключим сюда автоматик, поставим и на сарай, на гараж. Когда-нибудь, может, будет здесь у нас и что-нибудь еще. Что-нибудь построим, да? Уломал меня Саня всю проводку поставить все-таки новую. Я привез бэушных кабелей всяких. Саня сказал, что это, это пожара бы небезопасно. Поэтому как бы все будет по ходу новое. Хоть они и старинные, эти включатели, розетки, лампы, но они все нульцевые. Вот только на старинный кованный такой держатель оно висит. И это все тоже, все нульцевое. И держаться вот на такой жести будет, как раньше. Это, Саня, специально такая продается? Угу. До сих пор? Да? Так держишь? Но сейчас уже не делают такую, да, в Чего домах? они делают? Делают, да? Конечно. Ну, сейчас просто пластиковый крепеж удобный, но некоторые организации и на таких делают. Если деревянных, да? Нет, бетонных, кирпичных. Да? Ну, вот здесь гвоздик, там дюбель. АП, автоматический пускатель. Тоже у нас такой советский где-то Саня нашел. У нас такой в мельнице стоит. Ну и вот к нему уже из земли выходит защищение. Я не знала, что так мыши плавать умеют. Она заскочила, поплавала. При тебе? Да, и вот сидит, отдыхает. Мы раньше, когда не было вот этой сетки, вот этой вот травки, тут очень много дохлых находили. И я думал, она может вылезти по ней. О, Видишь, как плавает? она еще ныряет. Ого. Вот это подвода, а когда она вынырнет уже? Оп, вылезла подышать.
Так а что она не вылазит? Я не знаю. Так может это, знаешь, кто у тебя? Может это не мышь? Это подводная крыса. А что такая маленькая? Да, я выкину на улицу. Я не понимаю, почему она не вылазит. Но раньше я понимаю, почему. Было скользко. Давай, ползи сюда. О. А сейчас что она не вылезла? Вот мы раньше приезжаем, оп, всегда одна-две дохлые плавают. Поэтому у нас сейчас здесь живет сом. Если она вздыхает, он ее сразу съедает. Но сейчас почему она не вылазит? Тут его по травке вылез, все. Не скользкая поверхность. Я, кстати, смотрите. Саня дал хлеба белке, и я закинул кусочек карпом кои. Не едят. Не едят, он просто испортится. Она, здесь. может, за ним и залезла в воду? Да не знаю, она просто бежала. Ну я вот карпом коем, он затухнет, закиснет весь. Выкинуть, действительно, лучше белки есть. Вот мы здесь не были примерно 5 дней. Обычно мы часто ездим, но просто сейчас на Черничном хуторе порядок наводили. И вот посмотрите, за 5 дней мы убрали яблоки под ноль. Не было ни одного яблока. Просто вот не было. И опять вот. Все засыпано. Вот. Ветка вот эта вот. Ее не было. Вот, она на верхушке поломалась. Представляете, как в этом году яблоки начали плодоносить? То же самое тут, смотрите. Ветка поломалась, вот, лежит снизу. Эти все понагибались. Я даже не знаю, что с ними уже делать. Вот сколько яблок. Это так наш тесть за яблонями поухаживал. Что они не могут выдержать столько, сколько могут дать плодов. Вода, кстати, стала очень прозрачная. Даже вот тут вот, где глубина 2 метра, камера, наверное, не передает, но я вижу полностью дно, представляете? Даже 2-метровая глубина видно. И вот здесь вот 1,5-метровая глубина, тоже вижу дно камней. Наверное, отражает. Не видите, да, или видно? И вот здесь вот видно. Вот 4 карпа кои справа, а слева от них красноперочка. Вот она с ними плавает, красноперка. А 5-й карп кои почему-то не гуляет с ними, не знаю почему. Вот подружились они с красноперкой, плавают всегда вместе. Ну что, я думаю, уже эти яблоки можно кушать. И можно сок сделать с них. Хорошее яблоко. Сочное. В меру сладкое. Почти не кислое. Как на сок-то точно идеально. Вот именно за такими я залазил в соседский двор. А какой соседский двор? Да? У меня что у той бабушки, что у той бабушки. Немерено было яблонь. Вот клубники. Не у всех было, да? Не у всех было, да. Пошли другие пробовать. Так, вот эти еще. Не, я смотрю, что мы сока уже наделаем точно. Тоже хорошая. Это же Антоновка. Да? Угу. Угу. Кислая? Ты знаешь, ну реально такой вкус есть. Не такой, как не современные яблоки, да?
Да. А это вот такая же, как и та, видно, да? Походу это как и первая. Угу. А веток наломала, да? Блин, классные яблоки. Слышь, точно. Скажи, четвертую рву. Давай их будем делить. В кошек целые, а в тачку плохие. Будем Смотри, вывозить. это вообще на белый налив похоже. Четвертая. Походу поздний белый налив. Сладкие. Самые сладкие вот эти маленькие. Все, рвем. Рвем и на сок завтра везем. Кто за? Поднимите руки. Я. Двое. Короче, собираем опять все-все-все. Хорошие, целые. В одно ведро. Мелкие, битые, гнилые, вялые. В другое ведро. То есть одни на выброс, другие на сок. Поедем на душу. Сейчас посмотрим, сколько наберем. Но еще... А чего ты мои выкидываешь? Я такое красивое нашел. Оно побитое, и если оно сутки полежит, оно гниет. Ну да, мы завтра поем. То что, брать только чистые... Если сильно вялое и чуть-чуть гниловатое, то лучше выкидывать. Потому что много вялых из-за того, что солнце. Это вывезем на мусор. Эти красненькие, они хоть и маленькие, но они сочнее и слаще, чем зеленые. Поэтому их можно по максимуму кидать. Даже если чуть-чуть побитые. Полежит уже ночку у нас. Ну, у яблок действительно есть какой-то настоящий вкус, да? Да, да. Не химозный, не магазинный, какой-то. Какие бы ни были, все равно, что ты ж когда закатываешь, все равно сахар добавляешь, да? Да. Даже если он будет очень кислый сок, ты его с сахаром разбавишь. А потом этот сок яблочный, мы его так тоже чисто не пьем. Мы его разбавляем 50% с березовым соком. И вот тогда вот идеальный вкус. И березовый с яблочным. Березовый такой более сладкий, яблочный более кислый. А все вместе просто идеальный вкус. О, помню. Ну все, я могу закапывать уже? Да. Видишь, хорошо, что у тебя такая розетка нашлась, обогревателя на зиму. То есть, если здесь, например, будет у меня минус 30, я сюда обогреватель поставил, да, на ночку. И все, да? Ну да. Есть греющий кабель такой саморегулирующийся, просто обматываешь вокруг трубы. И он, когда температура ниже там нуля, начинает греть. Автоматом включаться, да? Да. Что еще только нету, да? Короче, друзья, у нас здесь было соединение. Саня говорит, ну, переделаем мы соединение. А зачем оно здесь? Лучше розетку там поставить прям сверху люка, чтобы его там не затопило. И все, и это соединение, да, точно. Уже больше здесь мы копать не будем. Это я говорил месяц назад. Я надеюсь, уже точно не будем, потому что, видишь, уже все сделано. Уже Саня это соединение сделал. Ты, Саня, быстро крутишь. Домой хочется, да? Да, то, чтобы скандала не было, то у меня ж Светка уже подготовилась, собралась, и сейчас будет звонить. Ты где? Саня сейчас на рыбалку едет с ночевкой. Тут хоть эта АПшка как просто расцепитель, но она, там катушечки стоят, я смотрю, тепловое, ну, будет нагреваться, будет отщелкивать. То есть, если я включу в розетку и у меня будет короткое замыкание, она отщелкнется? Да, она 10 амперная, А там автомат поставил? да, Тоже? да, самый крайний нижний. Тоже автомат.
то и там тоже выключится, что и здесь, и там. Ну, автомат защищает этот кабель, он там больше ампераж, а здесь на кабелях поменьше. Ну все, хорошо. Ну, вот на такую вот ленту, оказывается. Оказывается, она до сих пор сейчас... Ну, 3 консервных банок приготовил. Так было. Все, Санек очень спешит, капец как спешит, едет на рыбалку с Ачокой. Спасибо большое, все как всегда Спасибо. быстро, оперативно, аккуратно. И у нас сейчас Саня уедет, я все покажу. Уже работает. Ну, все, давай. Все, счастливо. Ну все, друзья, опять Валентина навела порядок тут под этими яблонями. Вот. Собрали 2 тачки таких гниловатых и 3 мешка на сок. У нас жара, как всегда. Нету дождей. Все вокруг поливается. Большое дело с Саней здесь сделали с нашей скважиной. Потому что, видите, на муфте все-таки что-то там прогнило, сплавилось и не работало. И Саня говорит, давай, говорит, лучше вот здесь вот розеточку поставим здесь вот сверху, чтобы муфты не было закопанной. Новый кабель кинули. И теперь вот так вот в розетку включил, и вода пошла. Но, кстати, очень долго было выключено где-то, и теперь работает скважина неадекватно. Что-то дает очень мало воды. Походу фильтра забились. Надо, наверное, поднимать и чистить. Наверное, там еще новая скважина заилилась, походу. Видите, слабый напор очень. Вот, но это уже совсем другая история. Главное, что электричество есть в порядке здесь. Ну, Саня сказал, всю вот эту вот проводку, которую я ему приготовил, собирал, сказал просто ее выбросить. И проводка у нас вся новая, и розетки, включатели, тоже все новое, карболитовое. Ну вот, такой фонарь. И на всякий случай сюда одну розеточку поставили. Мало ли что, вдруг здесь поросята будут мерзнуть. Кто его знает? Надо будет лампу им повесить. Мы же ничего не знаем, что будет завтра, правда? Пошли дальше. Это то помещение. Здесь, может быть, когда-то будет видеокамера. Поэтому тоже розетку сюда вывели для видеокамеры. Ну и тут на улице. Раньше тут включатель был и тоже свет был. Дальше. Здесь у нас тоже свет включаем. И тоже одна розеточка. На всякий случай. Вдруг цыплятам будет холодно маленьким. Вот. А в этом помещении уже не одна розетка. А вот тут вот 3 розеточки группа. И тут группа из 3 розеток. Потому что сейчас вся техника в основном аккумуляторная. Вот те же аккумуляторы зарядить. У нас и газонокосилка на аккумуляторах, да шуруповерты. Все на аккумуляторах, чтобы это все заряжать. Все, вот так вот. Строительство идет быстрыми темпами у нас. Но здесь еще бардак, да, надо, не успеваем все, надо наводить порядок. Вот на черничном хуторе навели порядок, а здесь уже наведем не в этом видео, в следующем. Валентина, гроза огородов. Зрители... Ты думаешь, закатки закончились? О, Ты видел? о. Зрители ждут, что вырастет с картошкой. Никто ж не верит, что с куста, где 5 картошин, вырастет 25. Что надо полоть? Слышишь, покажи огурцы. Вот это у тебя кони здесь еще выросли.
Да, я их чили сделаю, закатаю. Еще ведро огурцов. Слышь, девочка, на тебе уже лица не видно с этими закатками. Ну а куда их выкинуть? Не- Кому надо? Да не надо никому. Нам надо. Закатаем. Домой съедим. А лук здесь уже выбрали, да? Да, лук, чеснок. Здесь лук, чеснок выбрали. Здесь тоже уже осталась морковка, картошка. Тыква. Буряки, фасолька. Все, поехали. Куда поехали? Домой. Поехали нырнем. Хочешь, я нырну сейчас? Хочу, давай. О, как это она холодная. Мы когда с пацанами были, она была потеплее. У нас в этом пруду 6 раков. Я сейчас попытаюсь хоть одного-два поймать, вам показать. Ты знаешь, я просто опускаю воду, и прозрачная вода. Чистая вода, прозрачная стала. Вот, я прям вот так вот вижу ноги. Летом такой воды прозрачной не было, как в конце лета. У меня за один нырок рекорд 11 раков. То я здесь 6 не поймаю, да? Сколько поймал? 2? Ну да, 2. Я к тому, что мы с Валей недавно на Черничном хуторе поймали ведро раков. Я решил изучить вопрос, сколько у нас самцов, сколько самок. И вы знаете, у нас оказалось почти все самцы. Я ж когда запускал, я что думал? Где у кого большие клешни, значит крупный рак. А вот смотрите, даже вот поэтому. Это самец, потому что у него крупные клешни, маленький хвостик. И есть вот эти вот, видите, вот эти вот беленькие. Это, Лапки там белые. да, такие лапки беленькие. У самочек такого нету. Покажи на то, может, та самочка. И это тоже самец. Ай. Вот, то есть один побольше, другой поменьше. То есть это 2 самца. Я посчитал, поизучал. Оказывается, на одного самца надо держать 2-3 самки. А мы ж запускали почти одних самцов, получается. Сейчас, если будем где-то когда-то у нас попадутся раки, надо будет самцов варить, а самок запускать. Я не удивлюсь, если здесь все 6 самцов. Да. И мы ждем, пока они будут размножаться. И то же самое на Черничном хуторе было. Ты знаешь, Валентина, меня кто-то покусывает здесь. Знаете, прикол. Мышка. Я вижу дно, вот. Такая прозрачная вода, класс. И появились у нас еще такие сетевые водоросли. Раньше их тоже не было. Надо запустить одного амурчика все-таки. Хотя нет, не амурчика. И вот эти сетевые водоросли есть толстолобик. Надо будет запустить одного толстолобика сюда. Пускай он... Это самое лучшее ему питание будет. Вот они такими очагами растут. Вот их видно, такие пятна. Надо одного амурчика вот. И толстолобика. Ой, то есть толстолобик, амурчика не надо. Амурчик у тебя, знаешь, что съест? А, кувшинки. Все кувшинки съест.
амурчик. А толстолоб вот такую нитеводные водоросли ест. Не, я могу сейчас налить химии, и они пропадут уже завтра. Не их будет. надо, не надо, лучше толстолобика запусти. А может и ни одного. Лучше пару толстолобиков. Толстолобики такие, это зоопланктон такой типа. Он им питается. Он не везде, он такими кусочками вот вокруг горшков. Угу. Я думаю, что карп, наверное, вот напишите в комментариях. Я не удивлюсь, что карп он тоже такими водорослями питается. Просто он нас не голодный. Вот хлеба кинули, он даже хлеб не хочет кушать. Тут мало рыбы, поэтому им есть что кушать здесь. Их можно даже здесь вообще не кормить, ту рыбу, которая здесь есть. Как сети, да? Ну, они такими кусочками. Их хорошо видно из-за того, что вода прозрачная. Всякие, смотрите, какие паучки, всякие жучки. Кормежка хорошая для рыбы. Потому что карпы вот это кушает. Ты знаешь, что вот какая-то рыбка вот такая маленькая под этим горшком стояла, такая туда ушла. Может, тот карасик, что мы привозили в прошлый раз, сидел тут под горшком. Да, тут же много всякой рыбы есть, но они что-то прячутся. Вот карп кой, он меньше прячется. Ему прячется, не прячется, его очень хорошо видно. Остальная рыба прячется от нас. Как сети валишь. Все, друзья. Заканчиваем видео. Сейчас поедем домой уже. Всем до свидания. Всех обнимаем, любим, целуем. Всем Пока-пока. пока-пока. Пока-пока-пока.